Фильм «Паразиты», победитель Каннского фестиваля 2019 года, рассказывает о бедной семье бездельников Ким. Они, скрывая свое родство, устраиваются на работу в дом обеспеченной семьи Пак, но в какой-то момент все идет не по плану. Можно без преувеличения сказать, что этот фильм является одним из самых впечатляющих за 2019 год. Одной из причин, почему фильм получил такой успех не только в Корее, но и во всем мире, является монтаж. Пон Джун Хо – один из немногих режиссеров, кто очень серьезно подходит к ритму повествования фильма. Он прекрасно понимает, где нужно взбодрить зрителя, а где успокоить. Используя долгие планы, режиссер знакомит нас с семьей Ким и пространством их квартиры и подвала. Внутрикадровый монтаж дает возможность плавного погружения в историю. Большинство сцен с семьей Ким сняты одним кадром. Это позволяет создать ощущение сплоченности и неразрывности семьи, будто она единый организм. Для этого в диалогах между членами семьи акцентирование на персонаже происходит при помощи фокусировки и панорамирования. При такой съемке не всегда удается получить дубль, в котором все актеры отлично отыгрывают свою роль. На помощь режиссеру приходит Ян Джин Мо, режиссер монтажа, который работает с Пон Джун Хо уже третий раз. Например, если мы посмотрим на кадр, где семья Ким празднует и выпивает в доме Паков, то можно обнаружить, что он состоит из двух разных дублей, сшитых между собой где-то между родителями. Это можно заметить по ногам героини Пак Со Дам. Слева от отца мы видим, что левая нога дочери согнута в колени, а справа от отца видно обе ноги. Такие нюансы сложно заметить при покадровом просмотре, не говоря уже про обычный просмотр в кинотеатре или дома. Стиль повествования Пон Джун Хо заключается в том, что он обычно показывает вещи и события только один раз. Он редко повторяет что-либо, если это не имеет особого значения, как, например, в сцене потопа, когда семья Ким убегает из дома семьи Пак и пробегает по множеству лестниц и склонов, спускаясь все ниже и ниже к своей квартире и подвалу. Монтажный ряд внешне схожих кадров усиливает ощущение бесконечного спуска вниз по социальной лестнице, на самое дно. Такой подход рассказа истории редко наскучивает зрителю. В начале фильма мы видим, как Кью уходит на урок английского языка. Нам частично показывают его путь к дому семьи Пак. Во всех других случаях мы уже не видим передвижения героев к этому дому. В частности, нам не показывают возвращение Кью домой и его разговоры с сестрой про работу учителем рисования. Нам сразу показывают брата и сестру у дома семьи Пак. Эпизод по устранению домработницы устроен так, что нам показаны только самые основные элементы, используя слоумо и классическую музыку. Это придает эмоциональность происходящему и задает определенный темпоритм повествования. В сцене, когда отец семьи Ким репетирует текст, мы видим очень плотно смонтированные перекрестные события. Кит Хэк произносит часть фразы в момент репетиции, а оставшуюся часть уже в реальном диалоге с мадам Пак. В этой сцене можно обнаружить скрытую склейку, что вновь подтверждает, насколько важно для Пон Джун Хо поддерживать ритм, используя лучшие дубли актеров. Обратите внимание, как меняются позы актеров между двумя кадрами. Это лучше всего видно по матери семьи Ким. Таким образом, Ян Джин Мо монтирует разные дубли одного плана в момент резкой смазки изображения. Подобная динамика появляется в сцене приготовления рамдон. Тут снова можно обнаружить технические приемы, благодаря которым ритм получается превосходным. В кадре, когда Кит Хэк и Кью тащат домработницу и ее мужа в подвал, можно заметить странное изменение света в левом нижнем углу кадра. Здесь все еще видна тень от отца под напольной лампой, а на следующем кадре тень резко пропадает. Возможно, Ян Джин Мо и в этой сцене сшивал разные моменты времени одного дубля для поддержания ритма, ускоряя появление Кью в кадре. В следующем кадре также можно обнаружить, что он создан путем совмещения разных временных частей одного дубля. Посмотрите на правую руку. Есть ощущение, что рука должна пропасть за рамками кадра, но она изменяется в форме и уже нажимают на кнопку.
но следы от швов все равно остались. При стандартном просмотре всего этого не видно. Кадр становится ритмически органичным в данной последовательности и менее монотонным. В сцене вечеринки короткие кадры быстро сменяют друг друга. От этого создается максимальное ощущение хаоса. Но он внезапно останавливается длинным кадром, когда Кит Хэк убегает в подвал. Это противопоставлено относительно безмятежному эпилогу, где мы видим сына Киу, просто наблюдающего за домом издалека. Это сделано намеренно медленно, чтобы зрители могли передохнуть и осознать происходящее. Все монтажные приемы в фильме отлично работают между собой, и в результате чего получается превосходно рассказанная история, понятная человеку из любой точки мира. Пон Джун Хо не в первый раз работает с режиссером монтажа Ян Джин Мо, и в предыдущих совместных работах нередко использовал подобные техники и приемы, за что их фильмы удостаивались наград. Что же касается «Паразитов», то у фильма имеются большие шансы на победу премии «Оскар» не только в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но и в номинации «Лучший фильм» и «Лучший монтаж». Скрестим пальцы.